Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свою вышивальную неделю. Меня придавило котом, кошкой, то есть вот она, бедняжечка. Еще до вторника нам надо носить этот воротник. В прошлом видео забыла сказать, показать. Она уже смирилась со своей участью, не мяукает, не просится выйти, только укоризненно на меня смотрит. Ну вот. Так, в воскресенье проснулись и решили еще немножко поваляться. Правда, Пути? Ты моя зайчка. Надоело ей уже сидеть, конечно, дома. Но на улице сейчас холодно. Пусть посидит немножко. Ну, а здесь у нас радость и веселье. Вот такое. Ну вот кусочек в мире животных закончился, а я в воскресенье навышивала, посмотрите, сколько много на своем зачарованном домике. И так он у меня хорошо пошел, что я здесь навышивала 500 крестиков за выходные, а может даже больше, не помню. И так я разошлась, что вот этот серенький у меня, я что-то шила, а потом вот этот серенький посветлее, который, и они не сходятся, здесь какая-то у меня несостыковочка получается, что-то я, короче, накосячила. Ну, я думаю, так, сейчас распущу здесь пару этих стебочков и продолжаю этим, а потом оно у меня и вот здесь не сходится. Думаю, да что же я тут накосячила? Ну, короче говоря, плюнула я на это дело в воскресенье, тем более вечером, знаете, когда уже 11, начало 12, думаешь, да ладно, сейчас ошибки искать, дурное дело, на свежую голову поищу. На следующий день и будет мне счастье. Ну, вот такое, на таком моменте я сейчас, как видите, крышу сделали, трубы поставили. Осталось достроить внизу домик, сделать палисадничек, дорожку и здесь посадить деревья. Вот это, где я ошиблась, по большому счету, это будет на заднем фоне вот такое дерево. И здесь то ли тень от этого дерева, то ли это само дерево. Ну, короче, не суть важно, если я там на один полукрестик ошиблась и сместила его. Так что я, наверное, вот здесь начну. Вот здесь заканчивается вот этот серый, вот здесь он вот здесь заканчивается. Я, наверное, отсюда начну и пойду, ну и куда выведу, туда и выведу. А это будет несущественно, здесь зеленым пойдет. Зеленым, которого у меня нет, у меня неохота ехать. Вот видите, здесь в дереве его не хватает. У меня здесь не хватает 2 нитки. Вот за ними надо ехать. Ну, смотрите, как классно выходит. Хотя, когда ты вышиваешь, вот особенно эти трубы, вы знаете, я вышивала эти трубы. Ой, шью, думаю, какие-то странные эти трубы. Вот здесь, посмотрите, здесь вот такой желтый, вот эти пятнышки 2, такие вот желтые. Потом вот такой розовый какой-то. Потом коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый. Здесь вообще серый какой-то. Думаю, да, ну вот сблизи это вообще какой-то трэш. Отодвигаешь вот так. Ну, вам кирпичные трубы. Красота. Ну, конечно, фантастика, конечно, разрабатывают эти дизайны. Прекрасные. Ну, вот такое у меня было воскресенье. Понедельник. День тяжелый. Я в понедельник должна работать. И я не люблю поэтому понедельник, потому что работа, которая мне не приносит удовольствия, ну, приносит деньги. А почему вот нету в жизни равновесия? Как сделать так, чтобы то, что тебе приносит удовольствие, тебе приносило бы и деньги?
Нет, надо идти себя мучать на этой работе, чтобы зарабатывать деньги, чтобы получать удовольствие от своего хобби, потому что хобби как бы не 3 копейки стоит тоже. И в понедельник я вышивала, я взяла свою прекрасную, распрекрасную снежную королеву. И посмотрите, какой я кусок отшила. Вот это у меня ниточка Karen Water Lilies, номер, сейчас скажу какой. Так, номер у нас 197 Монсун. И вот такой он секционного окрашивания, эта ниточка. Почему он? Ну ладно. И видите, вот такой полосочками у меня получается, ну это платье, это верхняя часть, наверное, платья этой снежной королевы. И чтобы вы понимали, вот этот кусочек, я его даже еще не до конца дошила, там продолжение, просто мне уже надоело, я плюнула. Вот здесь еще кусочек, ну, короче говоря, вот это 1000 крестиков будет, если до конца дошить. Сейчас у меня 700, еще 300 крестиков, вот это. Та-та-да-ра-ра-ра. Ну, зато классно шьешь себе еще, шьешь и шьешь, и смотришь телек или сериальчики, или то, что вам надо. И вот такие получаются у вас красивые полосатые переходы, серо-зелено-синие. Вот здесь какой-то темно-зеленый, потом изумрудный, такой красивый, синий, классный. И пойдет по легенде пойдет 2 моточка на это. Вот на этом дизайне у меня, вот сейчас видите, хорошо видно вот эти вот плямочки беленькие. Это мне в других видео как-то не было очень видно хорошо. Вот здесь хорошо видно. Видите, такая будет снежная буря. И, ну, ничего особенного, большие зашивки одним цветом. У меня пока вместе вот только 2 цвета. Вот здесь один цвет, второй цвет, это 4%. У меня есть сага, так я вам тебе сейчас цифрами буду вас поражать своим интеллектом, говорить вам цифры. Здесь где-то 400 с хвостом крестиков. И вот здесь, как я уже сказала, 1000. И вот у меня 1500, где-то чуть больше на этом отшито. И это 4%. А вот пойдет вот здесь это само платье белое. Так это прибавьте, это еще прибавьте. Вот это будет белым зашивка. Так что я первый раз вышиваю миробилью, ничего я не вышивала из миробилии. Ну, пока это все просто очень. Как там дальше будет видно. И, как я уже сказала, у меня здесь не хватает 2 ниточки и... Нет, не 2, вру, 3 ниточки. У меня не хватает Water Lilies, вот это одного номера. Когда я заказывала, 8-ножки не было. Потом у меня не хватает крейника, и у меня не хватает виспера. Но если виспер на 1, 2, 3 стич есть, то крейника нету. И вот это Water Lilies этого номера, который мне нужен. Я поставила, чтобы мне пришло оповещение. Но уже месяц прошел, ну не месяц, когда я тут заказывала это. 2 недели прошло, никаких сообщений нету, ничего не получили, к сожалению. И, ну, в конце концов, я ж не завтра заканчиваю, чтобы мне надо дошить эти ниточки. Не буду вышивать там, где эти места, где эти ниточки. Если там с этим домиком проще, я села и поехала в Кома, купила эти 2 нитки DMC, то здесь посложнее, где найти эти ниточки. Если знаете, подскажите. Буду вам признательна. И что хотела еще добавить? Ну и все, пока есть все. Пока вот у меня за воскресенье, понедельник вот такие, я считаю, я так лихо прям неделю ворвалась на такой нехилой скорости. Ну, конечно, это ж не то, что там, что я вышивала. Свет любви, когда там вот эта непонятная перловка.
разных ниточек, то одного цвета, то другого, без конца меняя закрепки сена, кто я вышивала. Конечно, это гораздо легче, это и быстрее оно, естественно, вышивается, что ж там говорить. Ну и пока месть, вот, ах, да, и покажу ж вам, как я там накрасила эту рамочку. Господи, из меня такой краситель, надо вам сказать, конечно. И та-дам! Посмотрите на мою собачку, как она преобразилась сразу. И не очень даже заметно, что с одной стороны больше, чем с другой стороны. Как вы считаете? Сверху, снизу немножко заметно, здесь меньше, здесь больше. Ну а здесь по бокам не очень, на мой взгляд. Как вы думаете? Класс. Ну, конечно, несмотря на то, что рамочка ручной работы однозначно, потому что, ой, сколько, если бы вы знали, сколько раз я ее красила, перекрашивала, это вообще ужас. Короче, как я уже говорила, вот эта золотая краска, она для металлических поверхностей. Я ее полностью покрыла этой краской и потом взяла, покрасила вот этой красной сверху. И она у меня вся отошла. Вот где была красная, я вот здесь малярный скотч приклеила, чтобы, ну, оставить вот эти, как эти бордюрчики. И вот этим закрасила бордовым этим. И потом, когда я отлепляла этот малярный скотч, оно у меня вместе с краской все отлепилось. Короче, давай красить заново. Красила. И, ой, ну и уже просто я уже в конце думаю, ну вот как получится, так и получится. Пускай там будет выходить, ну, будет видно, что это ручная работа. У меня есть, ну, вот рамка все-таки многое значит. Смотрите, насколько более яркий этот сюжет сразу в рамке. Ну вот, или мне так кажется. Я сама себя сильно люблю, наверное. Так хвалю. Ну, мне кажется, классно в рамочке в этой получилось. Я увидела, у нас здесь в магазине продаются квадратные рамки, но они размером 18 на 18, а мне вот это 15 на 15 надо. Эту рамочку я вытащила из-под птички. У меня была, если помните, там птичка возле гнездочка сидит. Она просто была белая, но я отсюда ее вытащила и вот покрасила. Ну и понятно, что вот эта рамочка к той птичке теперь совершенно не подходит. Я думаю, ну почему-то я так подумала, что эти рамочки, которые у нас там продаются, квадратные, они подходят под этот Mill-Hill. А нет, они... К сожалению, побольше, ну и как прилично побольше, по 3 сантиметра больше. Так что я теперь не знаю, где эти рамочки. А покупать на 1, 2, 3 стич по 20-ке эти рамки плюс доставка, как бы, ну не очень не хочется, честно говоря. Надо будет заказывать. Я эти рамки заказывала в Украине. Просто белые вот такие квадратные рамки. И... наверное, снова мне надо будет, потому как вижу, что я вышиваю Mill-Hill довольно-таки часто. И поэтому, наверное, мне придется еще заказать этих рамочек. Ну, вот так красиво получается. Красота. Тра-та-та. Может, я натренируюсь, и эти белые рамки буду красить получше, чем вот это. Доброе утро. У нас сегодня вторник, и мы едем с моей кошкой к ветеринару. И я надеюсь, что нам в конце концов снимут этот воротник, потому что уже невозможно, сколько ж можно с ним. Посмотрим. Мы приехали к ветеринару и надеемся, что с нас снимут наконец-то этот колпак. И вот мы сидим здесь, орем и ждем нашей очереди в машине. Да. Ура, мы вернулись от ветеринара, с нас сняли этот воротник. Хотела заснять это торжественное событие, но она, когда приехали домой, я только открыла сумку, она как рванула, что я не то, что там снять не успела. Я не успела даже раздеться, как она смылась из этой сумки, радостно поскакала на улицу наконец-то. Теперь будет вылизываться. Но нам сделали еще вакцину, и это
Ну, короче говоря, какая-то двойная эта вакцина. Сейчас сделали, и через 2 недели сделают вторую часть этой вакцины. Так что вот такие новости с полей. А сейчас у меня поход, а после похода вечером я не знаю, что я возьму. Мне, конечно, бы хотелось на моей королеве, вот тут кусочек остался, что дошить это этим ватерлилисом, и вот тут кусочек на моем домике тоже зашить, как-то его умудриться выровнять то, что у меня там криво. Сегодня вторник, можно было бы, конечно, съездить за ниточками, сегодня этот базар, но я ездила к ветеринару, так что не получилось с ниточками. Теперь это все откладывается до субботы. Ну, до субботы вряд ли я этот домик завершу, так что потерпит, а то, может, даже до следующего вторника потерпит. Вот такие новости. Продолжаем разговор. И что я вам могу сказать? То ли у меня был передоз за воскресенье и понедельник, и я много так сильно навышивала, что потом у меня напрочь отбилось желание вышивать, то ли от того, что я взяла проект, который я не брала в прошлом году вообще ни разу, и я подумала, ну, собственно, как я подумала. Я когда-то участвовала у Кати, Лимонка вышивает в телеграм-канале, она проводит совместный проект, вышивальный разгул называется, и я как-то там участвовала, но я так понимаю, что это не для меня, потому что я все время забываю отчитываться. Ну, тем не менее, я забываю отчитываться, но тем не менее я вижу, какие они задания выполняют, и я как-то тоже иногда думаю, о, класс, вот это задание я бы тоже выполнила, и некоторые из них выполняют, так и получилось в этот раз. Катя дала в начале недели этой задание: возьмите работу, к которой вы не притрагивались очень давно. И я такая подумала, так, а у меня даже есть такая работа, и выполните на ней 500 крестиков. Я такая думаю, 500 крестиков-то для меня сейчас это вообще фигня какая-то, 500 крестиков. Я вон за 2 дня 1500 махнула, это для меня... Сейчас я сяду и за вечер эти 500 крестиков я отошью, потому как взяла я свою скатерть с птичками от Рика Дизайн. Сейчас я вам продемонстрирую ее. Но сначала я вам покажу вот такая эта скатерть должна быть. Видите, здесь вставочка вот такая из 14 канвы. И я такая подумала, на 14 канве вообще проще пареной репы, и я-то запросто я это все сделаю. И у меня получается отшито полностью 2 вот этих угла, и 3-й был начат. Я вам ставлю картиночку, как это было. И я вам ставлю, что мне удалось вышить за 2 вечера. А за 2 вечера мне не удалось вышить 500 крестиков, извините, вас качнула. За 1 вечер я вышила вот эту пчелку. Ну, тут вы понимаете, совершенно не 500 крестиков, абсолютно даже близко нету. А за 2 вечер я отшила вот эти вот цветочки и листочки. И вы понимаете... Как всегда, на самом интересном месте прервали. И вот эти листочки и цветочки я мусолила, как я уже сказала, 1 вечер я... Ну, ладно, 1 вечер это я практически там, может, полчаса вышивала, потому как была уставшая и не вышивала совсем. А вчера весь вечер я вот занималась вот этими... Ой, моя фея упала. Занималась вот этими цветочками, ну вы понимаете, и казалось бы, тут еще листочки эти, куда ни шло, здесь, ну как бы более-менее зашивка нормально, берешь ниточку и вот зашиваешь эти серенькие и светло и темно-серенькие. Но вот здесь 3-4 крестика смена нитки, 3-4 крестика смена нитки, и я не знаю почему, но вот так медленно это все, так как-то туго идет, так как это, ну я теперь понимаю, почему я эту скатерть забросила. А кроме того, что вот здесь у меня
у меня нет саги, я не могу рассчитать, сколько там я крестиков сделала. Я себе решила, что я возьму и закончу этот третий угол. Здесь теперь все это надо сделать на всем этом бэкстич. А бэкстича здесь прилично. Ну, сейчас я вам покажу уже отшитый вариант. И вы поймете, сколько здесь бэкстича. Вот, как видите, здесь практически все в этом бэкстиче. На листиках вот эти прожилочки все выполняются бэкстичем. Вот здесь бэкстич, вот здесь бэкстич, вот и куча фрузелков. Здесь птичка, вот перышки все на птичке. Видите, вот эти тоже бэкстич. Ну, одним словом, бэкстича здесь достаточно. Шите вот здесь. И на вот этих цветочках, соответственно, тоже все цветочки обводятся бэкстичем, делаются эти пестики-тычинки. И только вот эти серенькие листочки, но они как типа фоном, на заднем фоне эти листочки идут. Так что еще, я не знаю, даже если я за один вечер успею сделать этот весь бэкстич, думаю, вряд ли. Так что тоже займет это некоторое время. И мои мечты о том, что я сейчас хоп, и за вечер 500 крестиков махну, и все, будет мне счастье. Ну, не знаю, может, еще скорость моя упала так, потому что сейчас же все повыпускали итоги года, и я скорее больше втыкаю в экран, чем вышиваю, поэтому, может, как-то это все и так медленно идет. И тут, представляете, смотрю я Busy Bee Stitch, называется канал, Оксана, и она там показывает свои готовые работы, показывает, она там вышивала фигурки этих животных, там зайчики, белочки от Стейси Нэш. И там тоже есть нитка секционного окрашивания с переходами. И она говорит, вот я теперь знаю, как надо вышивать, чтобы эти нитки секционного окрашивания классно выглядели. Надо не горизонтально их вышивать, а вертикально. И показывает там она какую-то зайчика, чьи белочку она вышила. И там на платье она действительно вот такие полосочки. И к чему это я веду? Я такая смотрю и думаю, блин, чего ж я не видела это видео раньше? Я бы моей королеве могла вышивать действительно не горизонтальными этими полосками, а вертикальными. Как бы логичнее на платье, чтобы это были вертикальные полосочки. И так я, блин, подрастроилась, думаю, ну, выпаривать вот этот кусок, кстати, я его дошила, видите, до конца. 1500 крестиков этим, и тут же нитки дофигища ушло, а выпарывать ее она превратится непонятно во что. И думаю, вот если бы я раньше могла посмотреть это видео, я бы вышивала вот такими вертикальными, ну, чтобы эти полосочки были. Потом посмотрела на превью, ну там тоже вот такие горизонтальные полоски. Ну я посмотрела, так думаю, там будет шарф вот так вот, потом какие-то еще, не знаю, тряпки. Ну не тряпки, какой-то от ее наряда шлейф такой, он тоже будет вот так горизонтально развиваться, и вроде как эта юбка, она в тему, что она вот как от ветра летит сюда, и думаю, ну ладно, оставлю так, не буду. Но на будущее буду знать, что действительно, если ты вышиваешь платье, лучше вертикальными такими крестиками зашивать, тут же закрывается каждый крестик, и получаются тогда вот такие вертикальные полосочки, и выглядит интересно, ну классно, мне понравилось больше, чем горизонтальными. Вот такие дела. Так что век живи, век учись. Вот я новое, что узнала, и такая, блин, ну это ж так логично. Из серии там, а что, можно было так? Вот такие новости. Так что буду я сегодня делать бэк. Наверное, и завтра я буду делать этот бэк. И увидимся, когда будет какой-то результат.
Не знаю, когда этот будет результат, потому что я итоги на девочек, на которые я подписана, еще не у всех посмотрела. Сначала, знаете, я смотрела так, ну, просто смотрела, сидела, вышивала и смотрела эти итоги. Потом, в конце концов, на каком-то определенном моменте я пошла, взяла блокнот и ручку, потому как, ну, столько красоты вышивают и столько незнакомых, во-первых, дизайнеров, незнакомых производителей, которые я вижу. Я обожаю итоги года, когда показывают. И мне не важно, там, сколько человек отшил, 10 или 50 или 100 работ. Интересно, какие работы вышивают, что там вышивают. И такое разнообразие сейчас, начиная от примитива, заканчивая этими, как они называются, многоцветками, ну, на любой вкус и цвет, короче говоря, такое разнообразие и столько всего интересного, и столько всего хочется. Я уже в блокноте там целую страницу накатала, чего я хочу. Ну, хотите, как говорится, не вредно. Буду хотеть. Я уже как-то говорила, я хочу, иду на 1, 2, 3 стича, если нахожу эти наборы, которые вот, ну, я записывала себе, я их в этот лист желаний, как он называется, виш-лист, заношу, занесла, проходит там месяц-два, я смотрю и удаляю. Так, это я не буду, здесь много зашивки, здесь много шелка, здесь слишком дорого, здесь это, мне некуда его пристроить. Ну, короче говоря, я нашла для себя такой метод, чтобы, ну, не накупать, а потом это лежит. И вот я сейчас даже, у меня небольшие запасы, я не могу сказать, ну вот я же вижу, как у девчонок, сколько запасы какие, и по сравнению с ними у меня, ну так, вообще капля в море. И то, тем не менее, некоторые дизайны я уже смотрю, и я понимаю, что я их вышивать не буду, однозначно не буду я на это время тратить, потому что это не мое, и, ну, на стену это я не повешу, в прикладное, куда его, я не знаю, ну, короче говоря, и уже кучка такая лежит, которая непонятно, что с ней делать. Вот такие дела. Так что, кто еще не снял итоги года, снимайте, я с удовольствием посмотрю. Вот так мы вышиваем, она, не спрашивая разрешения, подходит, плюхнулась. Да, Лулуки. И ее мало волнует, что там, кто там, вышивает, не вышивает. Я тут живу. Вот мое местечко. Когда с котиками или с собачками разговариваешь, у тебя такой дурацкий голосочек сразу становится. Да, да. Да, мой сладенький пупсичек. Смотрите, ну, кто это, разве не сладенький пупсик? Ну что ж, друзья, суббота у нас. Как-то странно, суббота, а там работают. Вообще-то суббота выходной. И я к вам с готовым третьим углом. Я нашла третий угол, как говорят. И вот я дошила его, и, как я и предполагала, у меня этот бэкстич и эти фрузелки заняли полных 2 вышивальных вечера. Ну что же, я уже вам показала, рассказала, все так же точно, все повторяется, все обводятся, все цветочки, все листочки. Начала обводить, ну, бэкстичем все это. И, ой, смотрите, я листик забыла, или это так и должно быть? Надо проверить, смотрите, у меня один листик не зашитый вообще, на нем ничего нет. Вот, вот тебе и здрасте. Так, шила, здесь оказалось листочек я не дошила, вот этого листочка не хватало, потом еще в каком-то месте цветочек я где-то забыла, вот этот цветочек я забыла. Ну, короче говоря, там, оказывается, я кое-что не на вот этом цветочке я забыла вот эти беленькие вышить.
крестики, дошивала эти крестики. Ну, вот иногда бэкстич тебе высветляет там такие какие-то недоделки. Ну, в принципе, он несчетный, этот бэкстич. Его несложно делать в одну ниточку черным и серым цветом. Здесь птичка вот черным, а вот цветочки вот эти светлые серым цветом вышиваются. Ну, вот эти цветочки черным. Они выходят, знаете, как вот эти есть такие в таком стиле картины. Вот каляки-маляки. Не знаю, как называется стиль. Ну, пчелка у меня была уже полностью вышита. И вот эти цветочки, эта пчелка была готова. Так что третий угол на этой скатерти у меня готов. И я так понимаю, чтобы вышить полностью этот угол, ну, мне потребуется, наверное, неделя. Ну, чтобы полностью. Это ж я взяла, оставались только вот эти цветочки и бэкстич. И я это делала 3 вечера, скажем так. Я не считаю, что это ее пчелку, потому что это так было просто, как я сказала, буквально там совсем немного времени. А так вот неделю мне потребуется, чтобы закончить все вот это, всю эту красоту. Ну, скатерть, конечно, получается красивая, она очень классно смотрится. Я уже ее положила там на стол, ну, чтобы не видно было этот угол. Класс, красиво она выглядит, мне понравилось. Ну, еще раз такой эксперимент я проводить однозначно не буду, потому как я поняла, уже вышивая свою мандалу с павлинами, там же у меня сколько павлинов этих, господи, 8 павлинов, без конца их одно и то же. Я уже тогда поняла, что это не мое однозначно, однотипные вышивать повторяющиеся сюжеты. Господи, что я слова забыла. И вот здесь. Ну, ничего, сделаю перерыв, меня ж в спину никто не гонит, и потом возьму и дошью эту скатерть. Хотелось бы, конечно, в этом году ее закончить уже и забыть. Ну, посмотрим, как это будет происходить. А тут забегала моя кошка, покажу мою красавицу, как она без воротника наела себе, пока сидела 2 недели дома. Такая она, как-то я в этом воротнике не обращаю внимания. Сейчас такая, посмотри, такая она хорошенькая, пушистенькая, сбитенькая у меня. Вот она, красотка. Царевна Несмеяна. Царевна недотрога. Вот ее лапка. Пойте, море. Пойте. А сегодня мы едем к ветеринару с собакой сделать. Ей надо прививку, называется антирабия, против бешенства, да, в переводе. Я знаю, что у многих она не обязательно. Вот в Италии ее не обязательно делать, только если ты едешь за границу куда-то, то обязательно делать. А в Швейцарии обязательно. Ну, потому что, наверное, в Швейцарии все ездят без конца за границу. Я вот еду к ветеринару в Италию. Так что мы будем сегодня делать эту прививку. И ко мне приезжают гости, так что надо привести дом в порядок. И уже мы встретимся с вами, скорее всего, на следующей неделе. Я вам показала, что я вышивала на этой неделе. Мне кажется, эта неделя получилась интересная в вышивальном плане. Многое отшила на домике. Домик мне прям так хочется все бросить и только один домик вышивать, наверное, я так и сделаю. Ну, как я сделаю? Я сделаю, когда это время будет, потому что сейчас гости с гостями, когда у меня гости, я не вышиваю. Ну, это и понятно. Ну, видно будет. Так что, друзья мои, спасибо, что посмотрели, спасибо, что досмотрели до этого момента. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.